Здравствуйте! В данном видео я попытаюсь максимально коротко и, надеюсь, понятно рассказать, как получить вид на жительство в Беларуси. Из нашей практики можно назвать основания, по которым иностранцы чаще всего получают вид на жительство. Первое и самое частое основание – это брак с белорусом. Второе – иностранец является востребованным специалистом, и компания, где он работает, попросит наши власти выдать вид на жительство этому иностранцу. Третье – вид на жительство может получить иностранец, если он прожил в Беларуси непрерывно последние 7 лет, а с 1 июля 2020 года нужно прожить 5 лет с разрешением на временное проживание. Четвертое – иностранец может получить вид на жительство, если у него есть белорусские корни или близкие родственники белорусы. Пятое, и как отдельное основание, можно назвать то, что граждане Российской Федерации могут получить вид на жительство только на основании своего гражданства. Шестое, самое непопулярное и самое сложное основание – это инвестиции в размере 150 тысяч евро в экономику Беларуси. Это можно сделать, поучаствовав в инвестиционном проекте, вложив данную сумму денег в уставный фонд белорусской компании или купить коммерческую недвижимость. Всю процедуру получения вида на жительство можно разделить на 3 этапа. Первый, основной и самый долгий этап – это получение разрешения на постоянное проживание, которое занимает от 1 до 6 месяцев в зависимости от основания. Второй – само получение, то есть документирование видом на жительство, занимает от 7 дней до 1 месяца. И третье, как итог, регистрация по месту жительства, занимает от 1 до 3 дней. Первое, о чем нужно позаботиться перед приездом в Беларусь, это получить справку об отсутствии судимости и легализовать ее у себя в стране, то есть проставить апостиль. Данную справку можно получить и в посольстве Беларуси, но это займет больше времени. Как правило, срок действия данной справки 6 месяцев. Также я бы рекомендовал сразу легализовать все свидетельства о рождении детей и свидетельства о заключении брака. Ну, естественно, если есть дети или заключен брак, потому что эти документы также понадобятся при получении вида на жительство. Остальные документы уже можно подготовить непосредственно в Беларуси по приезду. В Беларуси по приезду первым делом нужно зарегистрировать свое пребывание, о котором мы говорили в одном из наших видео. Также нужно сделать нотариальный перевод своего паспорта. Самая частая проблема, с которой сталкиваются наши клиенты, это адрес, куда можно прописаться. Самый легкий способ разрешения проблемы, но самый затратный – купить собственное жилье. Самый распространенный – арендовать жилье. Но в этом жилье должны быть свободные квадратные метры. 20 метров в Минске на каждого человека, 15 метров в других городах. Чтобы получить вид на жительство, иностранец также должен подтвердить, что не имеет опасных заболеваний. Для этого нужно пройти медицинскую комиссию, и если проходить медицинскую комиссию в государственных больницах и поликлиниках, то это занимает приблизительно 2 недели. В частных клиниках этот процесс пройдет быстрее, максимум 1 неделя. Если основанием получения вида на жительство будут инвестиции или то, что иностранец-специалист на работе, то нужно получить от властей бумагу, что иностранец признается инвестором или специалистом. Итак, если на руках имеется справка об отсутствии судимости, медицинская справка и перевод паспорта, то иностранцу остается подготовить свою автобиографию, сделать для документов фотографии, оплатить государственную пошлину в размере 54 белорусских рублей, что приблизительно на сегодняшний день $25, и заполнить заявление. И можно подавать документы в отдел по гражданству и миграции того района, где иностранец планирует жить в будущем, то есть начать первый этап. Там на месте иностранца попросят сдать отпечатки пальцев, либо направят туда, где их можно сдать. После подачи документов рассматривать их будут в течение 3 месяцев. Для специалистов этот срок 1 месяц, а для супругов 6. После рассмотрения документов иностранцу на почту придет уведомление, что он может получать вид на жительство, и для этого нужно принести дополнительные документы. Подтверждение, что ему есть куда прописаться, то есть свидетельство на квартиру, либо договор аренды и заявление о регистрации по месту жительства, свидетельство о браке и о рождении детей, заявление на регистрацию и оплату госпошлины 54 белорусских рубля. Это будет второй этап процедуры. Вид на жительство может быть готов за 7, 15 или 30 дней в зависимости от оплаты за скорость его печати. К сожалению, не все отделы по гражданству и миграции ставят штамп о регистрации в виде на жительство, и поэтому приходится проходить этот этап самостоятельно.
Для этого нужно идти в отдел регистрации и подавать документы для проставления штампа прописки. Это заявление о регистрации по месту жительства и оплата госпошлины за прописку 13,5 белорусских рублей. После всех пройденных процедур иностранец может признаваться полноценным резидентом Беларуси. Поэтому ему нужно проживать не менее 183 дней в году и иметь законный источник доходов на территории Беларуси. Если он не будет соблюдать эти правила, отдел миграции может аннулировать вид на жительство, либо не продлить его после истечения срока действия. А первое продление будет уже через 2 года, последующее продление через 5. Надеюсь, данная информация будет полезна для вас. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обращайтесь к нам за помощью. До встречи в следующих видео. До свидания.